Какое базовое обследование может пройти пациент для того, чтобы определить уже начинающиеся проблемы у себя? Достаточно большой спектр обследований. Если мы говорим, если мы хотим охватить все, то, наверное, нам не хватит и 20 минут. Я скажу про основные обследования. Естественно, мы начинаем со стандартов: общий анализ крови, общий анализ мочи. Мы оцениваем состояние почек, мы оцениваем состояние печени, мы смотрим, нет ли нарушения азотистого обмена, мочевая кислота — очень важный показатель. Мы оцениваем состояние электролитов, микроэлементов, витаминов, гормонов, поэтому это очень Это отдельная большой тема. фронт работы. Да, то есть привести полное обследование лабораторное, оно все сугубо индивидуально. Но стандарты все равно какие-то есть. Мы можем в дальнейшем потом составить этот стандарт Да, как-то конечно. и дать возможность людям провести самодиагностику. Не все же могут попасть к вам. Но здесь есть нюанс. Дело в том, что все параметры, да, вот все те референсы, которые, как правило, пациенты сдают в лаборатории, анализ крови. Спрашиваешь: вы сдавали кровь? Да. Были ли какие-то изменения? Нет. То есть, понимаете, нужно еще уметь грамотно, правильно интерпретировать. И для этого нужен врач. Щитовидная железа влияет на многое. И в частности, она влияет на кость, на формирование кости, на ее рассасывание. И какая-то существует профилактика заболеваний щитовидной железы? Вот это вот, чтобы момент возраста и снижение активности тканей щитовидной железы по выработке гормонов. Какая-то профилактика есть? Ну, профилактика — это, наверное, в первую очередь лабораторная диагностика. Вы должны посмотреть, вы должны сдать анализ крови на гормоны, посмотреть, как иммунная система воспринимает щитовидную железу, сдать кровь на антитела к гормонам щитовидной железы и посмотреть основные кофакторы, да, все те показатели, которые влияют в какой-то степени на степень выработку гормонов щитовидной железы. Ультразвуковое исследование щитовидной железы обязательно у грамотного специалиста с описанием исследования щитовидной железы. А внешне как человек выглядит, у которого есть проблемы, в одну или в другую сторону? Много гормонов или мало? При наличии гипотиреоза пациенты сталкиваются с такими проблемами, как слабость, утомляемость, сонливость и сложность проснуться по утрам. Вот человек Вы проснулся. сейчас перечислили 80% жителей Москвы. Потому что практически у 50% из этого списка есть субклинический гипотиреоз. Поэтому всем нужно проходить обследование на гормоны Как часто? щитовидной железы. Хотя бы раз в год. Это обязательно. А существует ли какая-то все-таки профилактика помимо обследования? Я не знаю, там определенное какое-то питание, там сон, спорт. Вот что может являться профилактикой? Ну, во-первых, профилактика дефицита йода. Да. В отношении йодированной соли много сказано, и очень много дискуссий. Есть какой-то эффект от йодированной соли? Нет. Но, помимо всего прочего, все-таки мы ее рекомендуем. Продукты, обогащенные йодом, да, конечно, в целях профилактики можно употреблять. Естественно, минимум стресса, потому что мы знаем, что высокий уровень кортизола подавляет функцию щитовидной железы. Посмотреть генетику на лактозу, так как это влияет косвенным образом на функцию щитовидной железы. Подождите, лактоза – это же гормон, который способствует перевариванию фермента, да, который содержится в молоке. Да. Вот при лактозе... Как это связано? Вот сейчас у меня вопрос. Когда проблема здесь, а смотреть надо вообще где-то вот там. При лактозной непереносимости у нас нарушается микробиота, да, у нас нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Это провоцирует воспалительный процесс за счет того, что лактоза продуцирует выработку арахидоновой кислоты. Арахидоновое – это на воспаление. Да, и вот это вот воспаление, оно приводит или провоцирует развитие оксидативного стресса. И это приводит к старению, ко всем. И это приводит ко всем вот этим необратимым процессам, да, которые возникают на фоне возраста. А вот то, что мамы самостоятельно покупают йод и дают своим детям? Все-таки прежде чем самостоятельно назначать и принимать йод, нужно сдать и гормоны, и нужно посмотреть и провести ультразвуковое исследование щитовидной железы, так как в некоторых случаях, при некоторых патологиях препараты йода, они противопоказаны.
Поэтому, Да? тиреотоксикоз, противопоказания назначению йода. Я еще слышала, что йод влияет как-то на желудок. Таблетки йода. Нет? Не знаю, не слышала. Не знаю. Ну, то есть в любом случае, если мама хочет дать своему ребенку препараты йода, таблетки, да, с какой-то дозировкой, лучше все-таки предварительно пройти обследование. Нужно обратиться к эндокринологу, к детскому, сдать кровь, провести ультразвуковое исследование, и при показаниях действительно доктор назначит вам профилактику. Подведу такой небольшой итог. То есть Айшат говорит о том, что необходимо сначала обратиться к доктору, если что-то вас не устраивает. Там, я не знаю, цвет кожи, состояние волос, ногтей, эмоциональное состояние. Обратиться к доктору, выявить дефициты и решать эти вопросы уже с врачом по подбору добавок и всего остального. Если вы не можете получить помощь у конкретного врача, мне очень жаль, что я это сейчас говорю, я искренне сожалею об этом, но все врачи имеют свой подход по-разному, и если вы слышите фразу «ну что вы хотели, у вас же возраст», а мы это часто слышим, то возможно получить еще second opinion, мнение еще одного, 2 или 3 врачей, которые узко специализированы именно по питанию, по подбору правильных продуктов и витаминов. Очень важно найти своего врача. Да, я всегда говорю, если я вам не нравлюсь, не надо у меня лечиться. Потому что, найдя своего врача, комплаенс пациенту повышается, он доверяет своему врачу, выполняет все рекомендации, да, и тогда действительно происходит чудо, магия. Да. Здоровый пациент, счастливый пациент, и молодой пациент. Довольный пациент — это довольный доктор. Снова здравствуйте. Старение. Привет, старение. Кто меня так назвал? Здравствуй, возраст. Прекрасный возраст. Вот как проявляется стресс, когда вы много начинаете говорить. И бессимптомно улыбаться. Нет, беспричинно Я всегда улыбаться. улыбаюсь. И петь.